плетеный узор из пышных столбиков. К сожалению, у меня нет схемы этого узора, но узор несложный. Раппорт его всего 2 петли. Однако есть небольшая хитрость. Для того, чтобы начальный ряд не стягивал, нужно посчитать его кратным 3. То есть взять раппорт как бы 3 петли, дальше будет 2. Сейчас вы все поймете. Вот я набрала цепочку, в ней 13 воздушных петель. Эту 13-ю петлю я замечу и сделаю еще 6 воздушных петель. Из них одна это будет петля второго ряда, 3 петли подъема и 2 как бы вот начальные. 2, 3, 4, 5 и 6. И вот в эту 13-ю петлю я свяжу столбик с одним накидом. А теперь я буду вязать пышный столбик в предыдущую петлю, обхватывая вот этот связанный уже столбик с одним накидом. Количество вытянутых петель может быть любым, но 3 петли, вот как я вязала из этих ниток, маловато, несмотря на то, что это объемные нитки акрил. Давайте сделаем 4. Провязываем сразу все петли, делаем одну воздушную петлю. Теперь пропускаем относительно вот первого столбика, который мы вязали, пропускаем 2 петли начальной цепочки. И вяжем еще один столбик с одним накидом. И такой же пышный столбик в предыдущую петлю, вот сюда. Раз, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, делаем воздушную петлю и дальше повторяем, то есть пропускаем 2 петли, вяжем столбик, в предыдущую петлю пышный столбик, воздушная петля, и так идем до конца ряда. В конце ряда вяжем столбик с одним накидом, и на этом у нас ряд закончен, то есть в самом конце ряда мы пышный столбик не делаем. Теперь переходим ко второму ряду. Делаем 4 воздушных петли, поворачиваемся, и здесь вяжем столбик над столбиком. Вот он у нас столбик, он как бы в пышном спрятан. То есть основа этого узора филейная сетка. Столбик с одним накидом через воздушную петлю. А вот теперь куда мы вяжем пышный столбик? Его мы вяжем, здесь нужно найти это место, то есть вот под эту воздушную петлю. Между столбиком с одним накидом предыдущего ряда и пышным столбиком. Вот в эту вот точку. 2, 3, также 4 раза вытяну ниточку, воздушная петля. И следующий столбик опять вяжем вот над столбиком с одним накидом предыдущего ряда. Находим вот это вот место перед пышным столбиком и сюда вяжем пышный столбик. И воздушную петлю. Итак, продолжаем вязать до конца ряда. Все ряды вяжутся одинаково. Давайте довяжу этот ряд до конца и покажу, так сказать, переход на следующий. Хотя, в общем-то, все они одинаковые. Вот я дошла до конца ряда. Здесь последний столбик мы также вяжем вот над столбиком. И также вяжем пышный столбик, вот найдя вот это вот место.
Здесь нужно смотреть, чтобы, так сказать, не зацеплять уже связанные пышные столбики. И последний столбик вяжем вот в петли подъема. И дальше переходим к следующему ряду. Также 4 воздушных петли, поворачиваемся и начинаем вязать вот точно так же, как мы вязали второй ряд, то есть столбик над столбиком и пышный столбик вот в это вот место. Давайте посмотрим, как это выглядит на большом образце. Ну, вот как этот рисунок выглядит на большом образце. Как вы видите, он, конечно, такой вот объемный за счет пышных столбиков. Абсолютно одинаковый с двух сторон. Почему я предлагала начинать вот немножко непонятненько так вот с цепочки? Я пробовала его начать из расчета 2 петель, край стягивал. Поэтому вот предлагаю, так сказать, все-таки по дополнительной петле в каждом раппорте на начальном ряду взять, тогда будет краешек хорошо тянуться, иначе он будет стягивать. Значит, сразу предвижу вопрос, а как же этим узором вязать по кругу? По кругу нужно вязать, в общем-то, немножко по-хитрому. То есть, связав один круговой ряд, допустим, если вы замкнули и связали один круговой ряд, второй круговой ряд, обязательно нужно вязать в обратном направлении. То есть, подняться, связать круговой ряд, замкнуть, и дальше третий ряд опять вязать в другом. То есть получается как бы сочетание прямого и кругового вязания. То есть вы вяжете один круговой ряд, второй ряд вяжете так, как если бы это было прямое полотно, но в конце его замыкаете, и таким образом вот туда-сюда, то есть в одну сторону вязать все время не получится. Не будет вот это вот переплетения такого. А так, узорчик очень симпатичный, естественно, плотный, то есть можно его использовать в любом направлении, так или так, как хотите. Вот такой вот плетеный узор из пышных столбиков у вас получится. Теплый, пушистый, объемный, очень мягенький. На этом образце я также вытягивала ниточку 4 раза, можно 5. Вот пробовала 3 раза вытягивать, получается как-то жидковато. Но это все зависит от пряжи. Я показываю вот на акриле, он довольно объемный. На какой-то пряже, может быть, нужно и 5 раз вытянуть ниточку. На какой-то, может быть, и 3. В общем-то, все нужно пробовать. Учитывайте только что, конечно, расход пряжи на такой узор будет большой. Ну, как и на все пышные столбики. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. Впереди вас ждет много интересного, поскольку у меня много разных идей и много еще разных узоров, которые мы не разобрали. Успехов вам и легких петелек!